Привет, друзья! Пятница, время шикарных новостей. Все расскажу четко и быстро, и надеюсь, что даже будет интересно. Хотя об этом я узнаю только по вашим лайкам и комментариям. Так что вперед! Алкетык, алга! Димаш и Игорь Крутой все-таки готовят для нас всех сюрприз. Об этом Игорь Яковлевич рассказал в одном из комментариев в Инстаграм. Все-таки вот какой же Игорь Яковлевич хороший человек. Знает, что Дирс волнуется, переживает, и поэтому он делится с нами такой важной информацией. Так вот уже 5 марта в программе Центрального телевидения на телеканале НТВ состоится премьера. Затем 6 марта в Кремле на празднике, посвященному Международному женскому дню, который, как я понял, также покажет по НТВ, можно будет снова увидеть новую песню двух маэстро. Но это еще не все. 7 марта на шоу Валентины Юдашкина будет шанс насладиться шедевром. Да, я уверен, что это будет шедевр, потому что Игорь Яковлевич также заявил, что премьера нас всех удивит. Кстати, только живыми выступлениями все не ограничится. Новый клип тоже будет. Вот так вот Игорь Яковлевич приготовил свой Аралас для нас. Звучит очень круто. Это такой крутой Аралас получается, не так ли? Ну а как еще может быть? В общем, друзья, ждем с нетерпением. Фильм Фархата Шарипова «Схема» завоевал гран-при в программе Generation на 72-м международном берлинском кинофестивале, передает корреспондент Tengri News. Generation – одна из конкурсных секций Берлинале, посвященная фильмам о детях и о подростках. В качестве приза режиссер и его команда получили денежный приз в размере 7500 евро. Мы рады быть частью Берлинале. Хотелось бы поблагодарить всю съемочную группу за доверие, за работу. Отдельно хочу выразить благодарность нашим молодым актерам, а также всей команде Берлинале за то, что пригласили нас. Мы рады попасть в конкурс фильмов для юношества, так как наш фильм о подростках и для подростков, поделился режиссер Шарипов. Друзья, я уже недавно рассказывал вам про фильм «Схема», но если кто-то забыл или упустил наш Аралас про это, я напомню, что вот эта работа Шарипова – это вторая часть трилогии нашумевшего фильма «18 килогерц» и рассказывает о жизни подростков. Мировая премьера первой части трилогии «18 килогерц» прошла на Варшавском международном кинофестивале, где лента сенсационно завоевала гран-при. Картина, снятая по книге Зары Эссенман «Хардкор», рассказывает о жизни подростков в конце 90-х годов. Я не могу сказать, что это радостное или доброе кино, но могу сказать, что, во-первых, я рад, что казахи выиграли на Берлинале, а во-вторых, очень правильно, что проблемы подрастающих поколений выходят наверх. Ведь надо уже сейчас думать, каким будет наше будущее, и если есть проблемы, надо их обязательно решать. Российский «Зенит» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана и алматинского Кайрата Нуралы Алипа. А также стали известны условия контракта. Подробности уже сейчас можно увидеть в Инстаграм футбольного клуба из Петербурга, ну и также комментарии со словами поддержки казахстанскому футболисту. «Зенит» и Кайрат достигли соглашения об аренде Нуралы Алипа. Футболист сборной Казахстана присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года. Так говорится в сообщении клуба в Инстаграм. На сборах он проявил себя очень хорошо, и видно, что ему комфортно в команде. Так что будем следить за его карьерой. И надеюсь, что уже скоро мы увидим его на постоянном контракте. Друзья, а у меня на этом сегодня все. Очень много было сегодня хороших новостей. И также хочу напомнить про прекрасную беседу с великолепным Димашем Даулетовым, с которым мы пообщались, который прямо сейчас участвует на шоу «Голос Украины». Получилось очень интересное интервью. В общем, посмотрите обязательно, ссылку я оставлю в описании. Ну, а у меня на этом все. Всем пока!